Сегодня мы будем делать бровки в пудровой технике с использованием метода лессировка. Наша задача ее максимально рассветлить, а это утемнить. Самое светлое место должно быть именно тут. Лучше пусть он будет недоделан, чем он будет переделан. Хороший вопрос, как понять, что ты не перебарщиваешь. Вы все еще делаете брови без градиента? Тогда мы идем к вам. Всем привет! Меня зовут Галина Малая. Мы на канале Ханафи. Галина Малая-Михайлова в индустрии перманентного макияжа 9 лет, является владельцем школы-студии красоты с 2012 года. Лучший айс-артист премии National Beauty Awards 2021, обладатель первого места чемпионата Интерперманент 2020 года в Москве и 2 кубков «Золотая пчела» 2021 года. Спикер и судья различных чемпионатов. Однажды была организатором чемпионата в своем родном городе Вологда. Тренер Международной лиги профессионалов. Дистрибьютор бренда Hanafi Color Pigments. Сегодня мы будем делать бровки в пудровой технике с использованием метода лессировка. Это наслоение различных пигментов друг на друга. И начнем с эскиза. У нас все готово, мы можем приступать. Эскиз одобрен, мы можем приступить к работе. Для данной работы я выбрала аппарат Шаен Сумнова беспроводной, иглы Ханафи. Первая иголочка у нас будет 3501 RLMT, вторая 3001 RLLT. Здесь сейчас выставлена линейка моих самых любимых пигментов. Я их, в принципе, использую почти во всех работах, и в данном случае нам тоже они подходят. Первый этап я начну с 2 троечек. Я их смешиваю 50 на 50 и разбавляю еще немножко разбавителем. Чаще всего я капаю 3 капли одного, 3 капли другого пигмента и 2 капельки разбавителя. Что дает нам разбавитель? Он немножко смягчает консистенцию, то есть концентрацию самого пигмента. Первый проход у нас пробный, мы знакомимся с кожей. В данный момент кожа у нас тоненькая. Пигменты я выбрала для первого прохода органические, они имеют сильную концентрацию, поэтому я немножечко их разбавила, именно для тонкой кожи. Если вдруг там покажется остаток маленький, то концентрацию я обратно увеличу. Для первого прохода я выбрала иголочку пока тоненькую, 3001 RL. Шаен настраивается у нас с руки, то есть не имеет никаких опознавательных знаков, с какой скоростью мы работаем, поэтому я определяю по звуку. Первый проход я делаю примерно от 5 до 5,5 вольтаж. Начинаю я всегда с нашего изгиба, потому что это всегда должно быть у нас самым темным местом. Соответственно, проверочные штришки у меня всегда начинаются с него, то есть не с конца, не с начала, а именно того места, которое должно быть у нас самым темным. Делаем проверку, линию, которую зафиксировала, я подтираю, чтобы посмотреть, есть ли там остаток. Остатка очень мало, соответственно, я понимаю, что нужно немножечко сократить скорость руки, пройтись заново. Снова проверяем. Все, линия становится уже видимой, мне ее достаточно. Сильно четкую линию я никогда не делаю. Вначале я вообще такими быстрыми штрихами закрепляюсь, потому что здесь должны быть более прозрачные цвета. После того, как я закрепила нижнюю линию, я начинаю переходить в плотность. В данных бровках у нас нехватка большая, это по нижнему краю. И, естественно, получается весь уголок хвостик. Здесь достаточно в голове густой такой волос, сложенный в косичку. И наша задача ее максимально рассветлить, а это утемнить. Соответственно, первым этапом после закрепления нижней линии я перехожу в первый блок и начинаю его напылять. Первый проход, там есть разбавитель у меня, то есть концентрация не так велика, поэтому я сильно не боюсь ставить достаточно плотные такие штришки. Штрих на меня. И дальше у нас как раз идет с вами опасное место, которое мастера часто очень утемняют, потому что на косточке сопротивление с кожей намного лучше, а нажим, получается, мастера, особенно начинающие, не меняют. Что делаю я в этом случае? Я либо сдвигаю бровь сюда, то есть с косточки ее немножко перетягиваю и здесь делаю, либо
я ее немножечко вниз сюда подкручиваю, но контролирую вот эту косточку, чтобы самое главное, вы не растянули конец брови именно еще больше, дав себе вот это сопротивление. И я убираю плотность, то есть даже если вдруг я не угадала, что я ее сдвинула, тогда я ее хотя бы не перетяну за счет плотности. Поэтому здесь даже если будет меньше, ничего страшного, это всегда можно будет добавить. Наслоение блоков для первого прохода у меня примерно 50 на 50, либо 60 на 40, ближе в сторону того, что мы как бы большой нахлест делаем на предыдущий блок. Если работать блоками, то не ставить блок друг к другу, иначе у вас здесь будут прямо такие вот стыки. Я работаю еще четко только кончиком иглы, как я это понимаю. Я не вожу рукой, у меня не включается в работу абсолютно ни кисть, ни сама рука. Я делаю просто толкательное движение, то есть этот палец аппарат у меня держит, а этот палец аппарат у меня толкает. И он сам возвращается по линии, куда ему хочется. То есть это не маятниковое движение, чтобы вы не перепутали, потому что маятник это внутрикожный штрих. Соответственно, то есть я просто толкнула, он вернулся. То есть не впустую вернулся, а именно по коже, чтобы как бы штрих был возвратно-поступательный. И за счет того, что он не линия в линию возвращается, у вас сразу же происходит дополнительная плотность, чтобы вы по одному и тому же месту с ударом не входили в кожу. Также очень важно соблюдать 90 градусов по соотношению к тому участку кожи, с которым вы работаете. Когда мастерам говорят, вы должны работать 90 градусов, но они такие встали в один как бы край 90 градусов и пошли работать 90 градусов. Они не видят, особенно начинающие мастера, не сразу замечают, что при определенном наклоне, то есть у вас наклоняется аппарат автоматически. То есть, если опять показать на руке, вот вы сейчас работаете вот с этим местом, вот у вас 90 градусов. Вы начинаете шевелить машинкой, толкать ее, и начинаете вот так спускаться. Смотрите, идет максимальный разрез, то есть вы подпихиваете иглой вот этот вот участок кожи. То есть ваша задача штрих ставить по соотношению к вашему изгибу и вашему месту работы на 90 градусов и всегда его соблюдать. То есть если я работаю сейчас вот в этой зоне, значит у меня 90 градусов вот в этой зоне. Если вот в этой, то вот в этой. То же самое вот с этим вот углом, чтобы у вас не получалось засаженных концов. И фиксирую я пальчики. У меня не широкий захват, то есть я не всю бровью тяну. Вот так растягиваю. У меня пальцы стоят где-то в сантиметра 2 именно там, где нужно работать, чтобы чувствовать вибрацию иглы, чтобы уровень нажима был одинаковый. То есть вот смотрите, как раз я говорила про 90 градусов. Вот у нас определенный участок, мы его делаем. И если я начинаю руку туда уводить, вот здесь игла чуть-чуть подрежет. Поэтому я вместе с аппаратом начинаю чуть-чуть подвигать и кожу, и сама выравнивать аппарат на 90 градусов уже к верхней линии, чтобы не было вот такого наклона здесь. Сам хвостик я никогда не очерчиваю, и всегда он просто у меня на вылет. И он у меня всегда сохраняет вот именно вот больше этого цвета базового, более светлого. То есть я его до конца, когда буду брать более темные цвета, и вот здесь прокрашивать уже не буду. То есть он просто вылетает. Потому что по правилам светотени у нас должно быть здесь светло и здесь уходить тоже на свет. После того, как я закончила работать с хвостиком, я протираю какую-то часть, чуть меньше сантиметра, полсантиметрика, наверное, и смотрю, есть ли там какой-то вообще остаток, правильно ли я работаю. В данном случае я вижу, что мы не заглубили, у нас все хорошо, легкая тень. Если мы капнем туда вторичной анестезии, естественно, еще больше у нас приподнимется. Поэтому я буду продолжать в этом же ритме дальнейшую работу уже с основной частью и с головкой бровей. В принципе, блоки все так, они ставятся у меня на первом проходе аналогично. То есть я их не стыкую, я их наслаиваю друг на друга. Сам штрих, он идет у меня плотнее изначально уже там, где нужна плотность. То есть если мы вот в нижней зоне видим, что нам нужно вот здесь вот дополнение, естественно, я начинаю сразу уплотняться здесь. Где у нас лежит сплетение вот этой вот косички, где и так густые волосики, я более разреженно уже работаю. Иду кверху, тоже не сильно плотным штришком, потому что в конце я его буду делать уже отдельно.
То есть я просто как будто вылетела, чтобы резко не обрубать свой блок. Контур я повторно не провожу, но я в него могу вступить, чтобы не было промежутка между как бы блоком, который я ставлю, и с линией, которую я изначально провела, когда зацепляла эскиз. То есть я как бы от него иду и просто вырастаю вверх. Сейчас еще покажу момент работы именно с этим основанием, там, где должен быть градиент. У многих проблема работать с блоками, когда вы начинаете ставить блок, вы не знаете, где он должен уже закончиться, чтобы был градиент. Получается, ошибка выходит в том, что вы резко начинаете вот здесь его обрубать. Для того, чтобы это не было, вы можете либо изначально себе его отрисовать, то есть на второй брови я покажу, градиент будет где-то вот в этой части. Самое светлое место будет у нас вот в этой части. У меня остается вот такой вот участок, и я начинаю просто его работать очень-очень распыленно. Кверху самое главное, чтобы у вас нажим руки либо не менялся, либо был нежнее. То есть, чтобы там не получилось грубой точки. Внизу чуть поплотнее, кверху опять поразряженнее. И просто получается по остатку вот этой вот части мы как будто бы гуляем. То есть тут особо нет никакого блока. Если мы там не доделаем, вообще ничего страшного нет, потому что самое светлое место должно быть именно тут. Лучше пусть он будет недоделан, чем он будет переделан. То есть вот эскиз, по идее, готов. И сейчас, чтобы мы не теряли время, я, в принципе, вижу свободную зону для пудры, где я буду распыляться. Смотрю, как идет рост волос. Вот здесь рост волос идет вот так вот. Вот он. А здесь он начинает уже впадать в косичку. Соответственно, я сейчас буду штришки проставлять вот в этом месте чуть хаотично, такой веерочек. А здесь, где начинается косичка, я уже буду немножечко их в диагональ и буду вылетать как бы за пределы вот этой рамочки, для того, чтобы у нас был более воздушный верх, чтобы не было никакой графики. Когда у вас рука на весу, в данном случае у меня рука на весу, вам нужно сделать хорошую точку опоры из своих рук, потому что ваш аппарат по-прежнему должен быть 90 градусов, но вы не должны нажать на иглу. Что я делаю в этом случае? Я подкладываю под вот эти два пальца, либо руку, либо просто палец фиксирую вот так вот бровку и встаю как будто бы на каблучок. Раз, и у меня аппарат становится 90 градусов. То есть вот, я свободно работаю. То есть за счет того, что я не включаю в работу руку, я могу спокойно проработать это дело на весу, потому что контроль у меня вот здесь стоит. То есть вот он веерочек, просто как вот эти волоски растут, их повторяем. Также можно за счет того, что вы добавляли здесь низ, можно его этим же штрихом сразу чуть приплотнить, тоже штрихом наверх именно. И сейчас мы начинаем как раз где косичка, укладывать уже обратно локоть ставим, штришки в диагональ. В данном случае у бровки в верхней части брови очень мало волосков, там все равно нужно будет приплотнить. Если волосков достаточно и он достаточно густой, то одного направления хватит. Если мало и нужно большое добавление для того, чтобы у вас максимально осталось остатка от эскиза, вы добавляете противоположное направление штриха, я его называю крест-накрест. Первым проходом я закончила. Сейчас будем накладывать вторичную анестезию. Вторичную анестезию я буду накладывать фирмы Hanafi. А по промокоду, который вы видите внизу, вы можете приобрести продукцию Hanafi со скидкой. Дальше мы приступаем к закреплению эскиза у нас второй бровки. Эта бровь у нас считается самой опасной, самой темной и самой неудачной. Для того, чтобы наши концы были не самыми серыми и бровка была не темнее, чем вот эта бровка, которую вы до этого сделали, ваша неудобная бровь, вам нужно либо пересесть с другой стороны, попробовать это сделать таким методом, чтобы у вас расположение руки, локтя было абсолютно одинаково, либо научиться контролировать руку. Нужно максимально запомнить чувство соприкосновения кожи. Поэтому вот это место я делаю на весу, но контроль у меня вот на этом пальчике. И также я летаю аппаратом, то есть не рисую. Хвостик с этой части я вообще закрепила быстро-быстро. Опять же, если он не останется, ничего страшного. Главное его не перетемнить. Дальше я помню, что в этой зоне нужно работать чуть медленнее, поэтому я сразу немножко приостанавливаюсь. Точно так же проверяем.
Опять у нас в этом месте, хоть я и замедлилась, линии почти нету, поэтому я сейчас буду дублировать ее. Все потому, что я очень боюсь, чтобы она перетемнилась. То есть я очень сильно контролирую вот этот вот момент. Если вам нужно еще раз просмотреть, естественно, просматривайте. Я обычно уже не просматриваю, сразу начинаю работать. Вот, все у нас есть, потому что понимаю с первого нажима, если не дожала, то есть сколько мне нужно к руке довернуть, либо умедлить скорость. То есть у меня уже есть понимание, я сразу приступаю к растушевке. Все, линия у нас нарисовалась. Опять ставим блок в нашей зоне, где должно быть темнее всего. Если есть возможность поставить локоть, пробуйте, встаете. Поджимаете просто под себя локоть. То есть вот таким способом. Вот этот участочек у нас уже пройден опасный. Так, дальше я буду формировать снова хвостик. Опять мы его с косточки будем двигать как нам удобно. Но не на кости. Если есть волосики, сейчас немножко мешают, потому что от лампы отсвечивает. Поэтому я волосик постараюсь отогнуть вот так вот и зафиксироваться, чтобы максимально мне было видно кожу без волосиков, чтобы меньше было блик. Очень часто хвостики мне нравится подкручивать под иголочку, то есть как будто бы веером таким. То есть мы его начинаем раскрывать прямо вот тут. Но если мы закончим штрих прямо, мы выйдем, он будет широкий у нас. И получается, чтобы не отвлекаться, не обрывать руку и заново не вступать, я просто начинаю вертеть этим хвостиком. Вот таким вот методом. То есть вот мы низ сделали, мы идем в серединке, начинаем вот его подкручивать. То есть я эту часть руки иголок двигаю, а правая рука с аппаратом у меня не двигается. То есть я этим самым не убираю руку. То есть для чего я это делаю? Для того, чтобы кожа максимально нас не заметила. Любой вход и выход с кожи мы даем иммунитету и самой коже включиться в защитную функцию. Хвостик опять на вылет и не плотним. Еще люблю вернуться по всему, опять же не отрывая руки, и как будто бы заровняться к этому месту, которое мы уже наработали. Проверим наш хвостик. Вот, хвостик у нас все хорошо, я его вижу. Темнее мне он не нужен. Поэтому продолжаю работать уже с основной частью брови вот в этой зоне. Вот это место у нас самое светлое. Здесь чуть-чуть потемнее, а здесь вообще просветлее. Здесь пошел жесткий волосок, не сильно видимость хорошая, поэтому я еще буду снова пытаться приоткрывать их. То есть мы в каких-то пробелах, где видим, что иголочка проскочила, мы можем сразу там постоять. То есть это не точечное движение, чтобы не было прохода. То есть мы просто реально дрожим. Сейчас уже скоро буду переходить как раз в зону градиента, то есть там, где у нас светлые места. Все, вот у нас наша схема градиент. То есть вот до этого места вы должны идти таким блоком, да, на него наскальзывая, но не заканчивая. То есть когда мы переходим как раз к важной части нашего градиента, у нас остается вот этот вот кусочек, и мы из предыдущих всех блоков просто вытягиваем их на вылет. Далее аналогично мы закрываем, как закрывали на той бровке, вверх крестообразным движением. Но сейчас у нас самое интересное. Мы проверяем, сколько у нас остатка с первого прохода. Вот что мы видим. В принципе, почти все равномерно. Нигде заглублений нет. Есть только дырочки, где не довелось. Второй проход будет не полностью весь, поэтому мы сначала прорабатываем по дырочкам. То есть это в данном случае вот это место, вот здесь вот и хвостик. Все остальное мы больше не трогаем. Начинаю я также с хвостика. Опять же повторюсь, потому что именно это место у нас будет самым темным. То есть мне нужен здесь полностью равномерный слой. И хвостик опять на вылет. Где нужно, опять добавляем дрожащую руку. Снова протираем. Смотрим. Сейчас она уже начинает потихоньку как бы восстанавливаться. Я сейчас вижу, что вот здесь вот прям дырочка напрашивается. Я буду работать вот с этим местом. После первого прохода мы вслепую не работаем. Я каждый дополнение свое. Я всегда стираю и просматриваю, чтобы не переборщить. Нам не нужно этим цветом полностью доделать процедуру. Нам нужно просто выровнять первый проход. То
То есть он должен быть легким, равномерным остатком. Здесь я подтемнила, перехожу дальше. Больше всего смотрю, где напрашивается дырочка, это вот здесь, поэтому работаю именно с ней. Вообще получается, те места, куда плохо ложится, можно добавлять все штришки и любые вспомогательные движения аппаратом с иглой, лишь бы его аккуратненько закрыть. Так, остается у нас вот здесь вот такая вот небольшой промежуток. Опять же, мы его делаем на вылет. Все, у нас низ, в принципе, восстановлен. Мы можем немножечко это все еще вверху подровнять. Но тут много не надо, поэтому я такими более длинными движениями как будто бы зачесываю все наверх. Все предыдущие движения разбросаны, они не плотные такие. То есть вот мы восстановили наши пустоты. И у нас будет уже как раз второй проход. Второй проход мы будем формировать опять с той зоной, которая самая важная. В данном моменте это наш изгиб и наш кончик. Он у нас будет более темный, чем тут, поэтому мы сейчас будем переключаться на более темный материал. Я поставлю сейчас, попробую иглу 35 для того, чтобы чуть-чуть точечка у нас была потолще, потому что волосок по структуре достаточно толстенький. Сейчас я буду, получается, утемнять цвета. Я беру 5 и немножко 3. Опять же, чуть-чуть добавлю разбавителя. Я почти всегда добавляю в органическую линейку хотя бы немножечко разбавителя. Капнула 5 капель 5, 3 2 хватит. И 1 капельку разбавителя. Так как цвет уже достаточно темный, а там всего лишь 1 капелька разбавителя, я опять начну с самого вот этого вот проблемного места, потому что оно плохо ложится, а потому что там нужно побольше концентрации. На хвост, вероятнее всего, я еще буду подразбавлять этот микс. Убираем волосики по возможности, чтобы было больше видимости. Контур я задеваю, то есть тоже его уплотняю более темным цветом. И на втором проходе я точно так же двигаюсь максимально без выхода из кожи, то есть перекатами такими, пока есть краска в пигменте. Но сильно до верха не довожу, потому что пигмент темненький. Смотрю это место. Прекрасно у нас оно заполняется. Я продолжу также. Но за счет разбавителя пигмент ложится не совсем идеально, но зато я уверена в абсолютно идеальном результате зажившем. Потому что разбавитель помогает давать мне очень мягкую тень, красивую, и которая при тонкой коже никак не повлечет за собой дальнейшее удаление. То есть, естественно, мы его чуть подольше укладываем с разбавителем, чем без разбавителя, но это того стоит. Сейчас уже мы выровняли, смотрите, я думаю, что это видно, как он подобрал цвет. Я сейчас хочу поставить вот в эту линию. Я думаю, на камере тоже это видно, что она светлее. И это место тоже, которое плохо ложится. Туда же поставлю этот цвет. Хороший вопрос, как понять, что ты не перебарщиваешь. Я бы ответила на самом деле правдой. Это насмотренность. У меня в глазах есть определенный рисунок. Я понимаю, зачем я накладываю. То есть первый цвет, второй цвет, где мне нужно утемнить. То есть это все просто как бы с опытом. Как еще понять, чтобы не переборщить? Когда девчонок готовлю к чемпионату, я заставляю их подниматься. Чтобы они всегда видели, что свой результат. Потому что когда ты сидишь близко, тебе всегда не хватает. Как только ты садишь, сразу все становится, что ну, как бы, вроде бы уже и все. Спереди мы тоже добавили, то есть по низу эту линию. Вот, я хочу еще утемнить, то есть я работаю этапами, здесь посмотрела, что здесь хорошо, здесь хорошо. Мне не хватает этого цвета вот здесь, поэтому я его сейчас добавлю. Пока все тот же микс, тот же цвет, никакого разбавителя больше я не добавляла, потому что меня полностью устраивает, в принципе, как он работает с этой капелькой. Точка не яркая, не концентрированная, поэтому я пока ничего больше не добавляю. Так, с хвостиком тоже я закончила. На что я смотрю дальше? Дальше я смотрю на то, что не хватает. То есть у нас не хватает, получается, вот этого верха. Но за счет того, что этот верх должен быть прозрачный, а здесь волосики складываются в такую резкую косичку, я сделаю такой промежуточный слой. То есть я добавлю барашки, пусть будет так, но я не буду до конца темный цвет прокладывать наверх, потому что здесь должен идти у нас свет. То есть как будто бы я
Добавляю, то есть объем вот этому волоску чуть-чуть повыше его, не доводя до конца, именно этим цветом, чтобы он резко не перетекал просто в светлый цвет. И также добавляем немножко объему, то есть как будто бы делаем серединку, штришок, где уголок у нас идет на диагональ. Я вылетаю смело наверх, я его не очерчиваю, но вылетать в конечную линию, даже где будет свет, я вылетаю. Голову, вот эту, начало брови, основание, я больше не трогаю вообще. И добавляю сейчас еще диагональных линий, все сюда же, создавая дополнительный объем волоску. Покажем клиенту работу и посмотрим, что она скажет. Хочет она утемниться или мы оставляем так вот. Модель у нас захотела чуть поплотнее, поэтому я плотность добавлю с помощью минерального пигмента. Интенсивность у нас нужна коричневатая, поэтому пигмент коричневатый. Приступаем уже, получается, у нас к третьему этапу. Мы берем этот цвет для того, чтобы сделать бровь чуть-чуть плотнее, но не менять интенсивность для зажившего результата. Плотность добавляем мы, естественно, сразу же там, где ее не хватает больше всего, это в нашем хвостике. Минеральные пигменты я укладываю также 35-й иглой, потому что, по моему мнению, минеральные пигменты любят иглы потолще. Плотность у нас сразу на глазах появляется. Уплотняем опять этим же минеральным пигментом низ брови, особенно там, где у нас совсем плохо ложится, то есть в определенном участке. Так, хвостик подуплотнили. Теперь я разворачиваюсь чуть в диагональ и буду из нижней линии вычесывать все наверх. То есть добавлять пушистости уже всей. Опять же, у вас везде должно быть одинакового цвета, поэтому максимально подразгребаем волос, чтобы была видимость. Я по всей бровке просто пришла в диагональ наверх, задевая вверх и даже выбегая, чтобы чуть-чуть растянуть их попышнее. Тоже сейчас самое сделаю, как вы делали верхушечку. Добавлю крестообразного движения, но не такого плотного. Дрожащей руки немножечко добавим. Опять же, не везде, а вот здесь, вот, где мы добавляли дополнительный слой, чтобы мягче читался градиент, чтобы меньше видно было, что у нас один цвет лежит в верхней зоне. Когда я приближаюсь уже к концу, я уже начинаю вставать и смотреть, опять же, чтобы не переборщить, нигде не перетемнить. Видеть свой градиент, который я выстраивала так долго. В самом начале добавляю этого же пигмента просто на вылет. В данной работе мы не очерчиваем основание вообще. Здесь у нас легкая тень останется, поэтому я почти не прорабатывала его в этих этапах. Пока достаточно. Предлагаю положить на вторичную анестезийку, чтобы появился пигмент. Мы закончили с первой бровью и сейчас переходим на вторую. Делаем все то же самое. На финальном этапе я обычно сажаю клиента, потому что когда он лежит, лицо у нас немножечко расползается, асимметрия выравнивается. А когда садишься, уже все становится на свои места. То есть выравнивать я буду не только вот эти вот места, но и вообще, если где-то что-то не хватает. То есть вся доработка у меня уже будет сидя. Ну что, мы закончили нашу чудесную процедуру. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, следите за нашими новостями, а также пишите комментарии, задавайте любые вопросы, на которые мы с удовольствием ответим. С вами была я, Галина Малая. Спасибо за внимание. Пока-пока.